Всем привет! Вы на канале Саша Мамаша. И сегодня я хочу рассказать, как можно сделать юбочку туту на совсем маленькую принцессу. Для этого нам потребуется 2 кусочка атласной ленты, резинка. Резинка должна быть, самое важное в этой резинке, чтобы она была жесткая. Вот тут, вот так, чтобы она не была мягкая. Это у меня резинка, которая продается в фурнитурных магазинах как бретелька для бюстгальтеров. Вот она с этой стороны такая мягенькая, с этой стороны атласная. Итак, самое важное, чтобы она была вот тут жесткая. И фатин в шпульках. Сразу уточню, что для малышей я рекомендую использовать для изготовления юбок туту только шпулечный фатин, потому что он мягкий, и при соприкосновении с кожей младенца он не будет вызывать раздражение. Итак, вот вы видите, что с одной стороны я уже начала работу, для того, чтобы сразу вам наглядно показать. Нам нужно на концы резинки пришить ленту атласную. Вот на резинку мы будем одевать ленты фатина, а тут юбочка будет завязываться, потому что не всегда удобно на совсем маленького ребеночка одевать через ножки на резинке, поэтому будет на завязке. Итак, что мы делаем? С одного конца атласной ленты мы обрабатываем зажигалкой край и подгибаем его вот таким образом. Это нужно, во-первых, и для того, чтобы вот это вот жесткое после зажигалки жесткий край убрать, спрятать, и для большей надежности при пришивании к резинке. Итак, мы обработали край, подогнули сюда буквально полсантиметра. Складываем пополам и пришиваем. На швейной машинке получается вот таким вот образом. То есть здесь у нас вот внутри резинка, здесь пришито. Пришить надо достаточно плотно, потому что это атласная лента, она, если ее пришить в одной строчкой, она будет ненадежно закреплена. А здесь вы видите, ее можно даже, вот я тяну, и спокойно даже резинка растягивается. Итак, пришиваем ленты с одной и с другой стороны. Итак, мы пришили атласную ленту с 2 сторон на резинку. И наша заготовка для юбки готова. Дальше нам нужно нарезать фатин в шпульках. Для того, чтобы нарезать фатин в шпульках, нам нужна заготовка. Это или картонка подходящего размера, или какой-то другой предмет, тоже который подходит по размеру. У меня есть вот такая вот крышка, которую я буду использовать. Ее размер как раз мне подходит для этой юбки. И что нам нужно сделать? Мы просто наматываем на этот предмет выбранный вот таким образом фатин. Но для того, чтобы вот здесь вот оно не съехало, если у вас скользкое такое же, как у меня, предмет, или даже вообще для надежности лучше зафиксировать. Мы берем кусочек скотча и с одной стороны фиксируем. Я возьму еще один кусочек скотча, который я просто наклею рядом, для того, чтобы заметить, где низ. Это просто метка. Итак, вот мы зафиксировали край, и теперь нам нужно намотать столько оборотов, полных оборотов, сколько нам нужно заготовок для юбки.
Внимательно считая обороты, наматываем фатин. Итак, вот мы намотали необходимое количество оборотов, которое равно количеству необходимых нам заготовок для юбки. Отрезаем. И вот наш низ. Здесь нам нужно разрезать аккуратно. Заводим ножницы. И все, снимаем. И вот наш фатин нарезан на необходимое количество полосок. И теперь мы приступаем к сборке юбки. Для этого мы завязываем резинку на манекен или на любой подходящий, удобный для работы предмет. Берем заготовки из фатина, складываем пополам и завязываем. Только не как обычно сверху вниз, а снизу вверх. Вот таким образом. И затягиваем, чтобы с этой стороны получился вот таким образом узелок. Здесь первую ленту двигаем сюда, ближе, чтобы закрыть наше место крепления. Вот. Вот таким образом. Еще поближе. И дальше начинаем крепить наши заготовки из фатина одна к одной таким же образом. Благодаря тому, что у нас здесь жесткая резинка, у нас здесь получится красивый краешек, красивый пояс или как талия. Потому что если бы это была атласная лента или мягкая резинка, то смотрелось бы совершенно иначе. Выполняем всю юбочку. И вот наша юбочка готова. Она получилась достаточно пышной. Аккуратно сделан пояс. Здесь на ребенке оно сомкнется. Просто манекен у нас немного взрослее, чем требуется.
Фатин очень мягкий, как раз для маленьких, совсем маленьких деток подойдет очень хорошо. Когда юбка готова, то можно вот эти вот крайние с обеих сторон полоски фатина зафиксировать. То есть с изнаночной стороны немножечко ее подшить к резинке. Тогда она не будет вот сюда съезжать. Но в принципе можно этого не делать, потому что, я думаю, ничего страшного. Все равно здесь будет завязано. Но это по желанию. Юбочка готова. К юбочке я сделала вот такую вот шапочку. И у нас даже нашлась модель, которая демонстрирует нам, что получилось. Вот такая вот шапочка и юбочка. Сейчас мы покажем. Вот такая пышная юбочка. Шапочка такая делается очень просто. Просто берется резинка специальная. Высота резинки 15 сантиметров. С одного края она затягивается на атласную тонкую ленточку. Делается украшение и тоже просто привязывается. Вот оно здесь привязано. Вот так. Такие наряды можно делать для самых маленьких принцесс. Вы были на канале Саша Мамаша. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!